всем привет, кто есть и кого нет, привет! Угадайте, что у кого ДР? У кого ДР? Кто воскрес? Не так давно, кто мне пишет? Кто мне пишет? Подруги? А нет, не подруги. Ну ладно. Ура, с днем рождения. Почему не видно чата у меня здесь? Привет, Хлебушек. Привет, Хлеб. Спасибо огромное за поздравление. Сейчас, парочку секунд. Опять у меня что-то сломалось, а я, блин, это не проверила, да? О, как классно. О, как суперски, а. А ну-ка, обновись. Обновись. Хлеб, напиши еще что-нибудь. Привет еще раз, привет. Блин, боже мой, знаете, я вообще... О, все, чат заработал. Спасибо огромное. А почему теперь не работает? Опять что-то не работает. И мне сестра сказала, типа, ей. А оно не заработало, прикиньте, какой кошмар. Вот очень не вовремя у меня все начинает ломаться. Я сейчас верну баллы канала тебе, сестрень, держи. Боже ж ты ж мой. Ладно, ничего страшного. Я этот стрим... Я вообще в ППХ запустила этот стрим, не планировала вообще ни в коем разе. Ну, как бы я планировала запустить стрим в честь дня рождения. И я готовила кое-какую штуку, которую я не успела доделать. Все, как всегда, не работает, когда надо. Да вот именно, блин, какой капец. Просто, знаете... Сейчас, дайте мне немножечко собраться, я только-только домой вернулась. Я не ожидала, что это все займет настолько долго, потому что я планировала, что я просто, знаете, с семьей сгоняю в ресторан и все, как мы обычно делаем. Типа, чтобы вы понимали, я полноценно дни рождения не отмечаю, наверное, блин, с 12 лет. Как-то так. То есть, типа, я давным-давно потеряла смысл концепта дня рождения, что ли. То есть, мне как бы не нужен... праздник этот. Типа, я давным-давно для себя решила, что мое рождение это, в принципе, не что-то такое фундаментальное, знаете, типа, не что-то такое важное. Типа, чего вы все печетесь, а? Типа, мне самой насрать на свой день рождения, что вам-то есть дело до него. Так что, поэтому я с 12 лет его не отмечала. Просто, знаете, там, с семьей ходила в кафешки, рестораны, там я задувала свечи ради скидки, и все. Это был мой максимум. Ну, и получала подарочки, конечно. Куда ж без этого? Я, конечно, говорила, типа, подарки мне дарить не надо, бла-бла-бла. Никто не слушает. Никто не слушает. Все равно дарят подарки. Но в этот раз все было по-другому. Я вообще сама не ожидала. Мы как бы... Я оделась, собралась, красиво выглядела, да, как обычно, как будто бы... И поперлись мы... Так, все, по идее, теперь должны, кстати, работать эти самые штучки. Штучки-дрючки, по идее, должны работать. Ну вот, пошли мы в бар. Ну, мы не пошли туда пить. Я как бы не особо бухарик, да. Мы пошли туда просто, ну, покушать. Ну, поболтать. И все. Это все, на что я рассчитывала, понимаете? Не на большее, не на меньшее. Просто посидеть, поболтать, пожрать и пойти домой. Чтобы я успела подготовиться к стриму. Потому что я, блин, проснулась в 8:30. Потому что я хотела кое-что подготовить для стрима. Понимаете, насколько я трудоголик? Насколько сильно я хотела бы замучиться ради сегодняшнего стрима, блин. Но фиг там плавал, все задержалось. Ну, в общем, мы едим спокойно, кушаем там в этом ресторане, да? И тут в один момент, опа! Заходят мои подруги. Я как бы... Я не ожидала, что они вообще придут. Потому что, опять-таки, я отмечаю в кругу семьи уже на протяжении очень долгого времени. Ты молодец, не то что ты буквально птенец молодец, понимаешь? Скай сердце, привет! Здрык, КД, да вообще офигенно, я рассказываю, как я провела сегодняшний день, потому что он был довольно насыщенный. Это то, чего я опять-таки не ожидала. Я не праздную дни рождения. Вообще. А, кстати, да, мне еще родители букет цветов подарили. Я потом еще покажу вам подарок кое-какой. Просто они заходят, мои подружки, и такие, ой, с днем рождения, Воми, все у одной цветы в корзинке, красивые цветы в корзинке. Блин, возможно, принести их надо. Ну ладно, неважно. Если вдруг захотите, я вам принесу, покажу. А другая тянет мне, короче, эту пакет, и там вот эта штука. Сейчас, готовьтесь. Вот это. Вот это. Я только пришла, я даже чокер вот этот вот собачий не сняла. Вообще, вот. Мне подарили Фрэнки. Мне подруги попросили записать распаковку, я обязательно этой фигней всей займусь. Да блин, куда? Сюда? О, видно? Ясно? О, прелесть какая.
Короче, я в таком шоке сидела, такая, думаю, чё, это мне? Офигеть! Жесть, да вообще, это очень круто, мне было очень приятно. Потом мы там с семьей уже сидим, общаемся с моими подругами, там кушаем, заказываем жрачку. Я поела офигенный салат. Фанатка Monster High, да, это вторая Monster High, получается, у меня будет из... третьего поколения. А так у меня еще Дракулаура есть. Я бы тоже обрадовалась такому подарку. Да, они, короче, скинулись и подарили мне эту Фрэнки. А, они еще, знаете, что сделали эти, блин, две мандавошки, мои любимые? Они мне еще оформили эту самую подарочную скидочную карту в золотое яблоко. Типа, мне пришло уведомление, типа, что тут, с любовью, Настя и Лина дарит вам подарочную карту золотого яблока. Спасибо огромное. Я вообще офигела. Это прям, уф, нифига себе. Сейчас мне еще подруга должна скинуть видосики. Вот. И мы сидим, кушаем. Потом родители говорят тост. Типа, дочь, какая ты прикольная. Зачем родилась, зачем сдохла, да, это вся ерунда. И знаете, что мне родители подарили? Они мне подарили перцовый баллончик. Это реально, блин, просто лучший подарок был. Прекрасный ДР получился. А это только начало. Это только начало. Я хотела... Ну, не знаю, часа в 4 вернуться, наверное, чтобы успеть все подготовить для сегодняшнего стрима. Не получилось, блин, не успела, значит, в следующий раз сделаем. Потому что я запарилась, я кое-что сделала давным-давно, и я хотела это дополнить и как бы интегрировать в праздничную атмосферу. Понимаете, да? То есть, типа, у меня был план, у меня была задумка... Весь этот альтруизм, блин, от моих друзей и моих родителей все попортил. Но я и не против. Я и не против. Но перцовый баллончик — это реально имба подарок. Перцовку пил, было нифига себе. А может, ты еще, блин, одеколоны пил, когда не было в СССР алкоголя? Так же люди поступали, да? Одеколоны вроде пили или что они там пили? Духи, туалетную воду, да? Потому что она тоже спиртосодержащая была. Сейчас, секундочку. Ты, наверное, так же поступал. Ну, в общем, потом пришла фотограф. И, оказывается, родители заказали фотографа. Понимаете? И мы сходили, фоткались, наверное, на протяжении часов 2 по парку и так далее. Типа, короче, у меня будет очень много классных памятных фоток. Будет фото с бревном. Потому что у меня подруга, мы, короче, сидели на лавочке, фоткались, и она от лавочки отковырнула доску и такая, я бревно нашла, и мы как давай с ним фоткаться. Еще у нас был, короче, пистолет с шариками, ну, ой, с шариками, как это, с мыльными пузырями. Такой пистолетик, нажимаешь на него, и там прям куча мыльных пузырей появляется. Очень классная вещь. Мы и баловались вообще пипец. И я там думаю, ладно, вот фотосессия прошла. Мне подруга, она у меня работает в развлекательном детском центре, и она предложила, слушайте, а может... поедем в этот развлекательный детский центр, я могу там договориться, добазариться, чтобы нас бесплатно там на всяких аттракционах покатали. Как, блин, класс, погнали. А я типа предупреждаю родню. Слушайте, мы сейчас пойдем в этот развлекательный центр веселиться дальше. И они такие смотрят на меня и такие, нет, нет, ты не пойдешь. Мы вам лимузин заказали! Просто, чтобы вы понимали, я не отмечаю дни рождения вообще очень-очень давно. И так что вот эта вот вся шняга, я в хорошем смысле говорю, это прям вообще разнос для меня. Я даже предположить не могла, что так могут запариться на мой день рождения. Причем я реально не понимаю. Чтобы... Я еще, кстати, с утра голосовать ходила. Типа, нет, дайте даже не так. Перед общим торжеством я ходила голосовать за губернатора. Знаете, такая внесла вклад в жизнь своего города, а потом пошла кататься на лимузине. Вообще, вот это я им. Блин, ты вообще королева. Получается я. Все, целуйте мне перстни. Это... Я вообще в таком шоке была вообще. Мы там с подругами садимся, там такой этот красивый салон был. Прям вообще. Прям... Очень классно там было. Еще пиццу нам заказали. Мы немножечко попили алкоголя. Легкого шампанского такого розового. Ну, я немного пила, я максимум бокала прокинула, знаете, с подружками. Пока они там тосты говорили, я там тост сказала, потому что, боже мой, я так люблю своих подруг. Это прям не описать словами, хоть я и пытаюсь.
Они у меня очень классные, я их очень сильно люблю и дорожу нашей дружбой, они потому что у меня очень клевые, правда. Типа я не знаю, мы прям за друг друга гороем, я за это их очень сильно люблю. Ну, прям, я могу говорить о них вечно, я каждой из них по-своему восхищаюсь. К сожалению, третья подруга, она сейчас вообще в другом городе, так что, к сожалению, она не смогла присутствовать. Блин, такой разнос был бы, если мы были вчетвером. Сеструха у меня бухала, а одеколон нифига она. Нифига она. У меня, кстати, дед, по-моему, бухал одеколона. Земля пухом. Царство небесное. Люблю тебя, деда, если что, окей? Скучаю. Вот, сели мы в этот лимузин. Очень приятный у нас водитель был. И у нас, короче, этот лимузин нам арендовали на 3 часа. И мы, короче, по городу катались. Да. И, блин, так классно было! Мы слушали песни, но из-за того, что, знаете, у меня вкус такой специфический. Мои подруги немножечко меня поддерживают. Ну, типа, ладно, они могут поддержать мое увлечение, но под такую музыку, которую слушаю я, под нее не потанцуешь, под нее видосы не поснимаешь, там вся ерунда такая, ла-ла-ла, да? Да? Так что мы просто пели всякие песни, а-ля «У меня появился другой», что там еще, типа... Don't play bass, спасибо, Господь, за то, что я такой охуенный, вот это вот такой репертуар, знаете, у нас был всякий Girl Power, всякие Ольги Бузовы, вот такая шняга, Виагра, группа Серебро, вот такое у нас было. А, ты мне сеструха, мне был, в этом плане, ну всего что бокал был. 2, ладно, я еще в ресторане, 1 за компанию, ну ладно, возможно 2. Возможно, 2. Потом я на безалкогольное пиво перешла. Оговорочка по Фрейду, дико извиняюсь. Что такое? Там подружки, что ли, наскинули всякого? Ой, нифига, у меня подруги наскинули фотографий. Ой, какая красота, я буду сейчас родителям хвастаться. Я, кстати, на многих из них довольно неплохо выгляжу, ладно, на этой не очень. Я очень красиво была наряжена, мне вообще так нравится. И в целом... Я с подружками так чудесно выгляжу. Ой, все, ладно. Ну и вкус у вас, блю. Ну, никогда. Мне нравится безалкогольное пиво. Отлично утоляет жажду. И, в принципе, довольно неплохая шняга. Что вы от меня хотите? Еще меня, кстати, комар укусил прям за губу. И у меня разбухла губа. Ну ладно, сейчас прошло, это самое главное. Короче, мы орали эти песни. Потом у нас закончилось бухло. Я гоняла купить подружкам еще какого-то шампанское, или какое-то дешманское вино, я не знаю. Мы сильно много денег тратить не хотели. Вот. Они уже распевали, типа, мне-то что, я просто хотела порадовать подружек, нам вообще так классно было. Я про музыку, да ё-моё, иногда сложно понять, извини, я уже забыла, что я про музыку говорю, я думаю, ты про алкоголь. Ну, музыка, да, мне самой такая музыка не нравится, но под нее поорать, в принципе, прикольно. Я сорвала голос, по-моему. Мне, слышите, я так пела, это капец. Особенно, когда моя подруга включила Sweet 69 от Babes in Toyland, мне кажется, весь город просто встрепенулся. И мы так орали эту песню, это прям пипец. Мы высовывались из окна, орали. Мы брали вот этот пистолет с мыльными пузырями, выстреливали из окна, им тоже. И в камеру мы, короче, тоже выстреливали этими пузырями из этого самого... Ну, вы поняли. И просто мы снимали столько видосов, прям вообще столько накричали, столько наорались, это было так круто. Я с ними очень крутое время провела. Хочу такое же ДР, теперь жаль, только друзей нет, но надеюсь, с интернет-друзьями весело его проведу на стриме. Да 100% проведешь. Кстати, на следующей неделе у нас будет прям полноценное празднование, так что, пожалуйста, приходите, я там запариваюсь, пожалуйста, буду очень рада вас видеть. Ота, привет! Ота, привет! Как у тебя дела? Женщина где? Где? Не знаю никаких женщин. Не знаю. Я знаю, у меня есть вот. У меня есть вот женщина. Вот. Ё-моё. Это единственная женщина, что у меня есть. До остальных не знаю. И мать еще дома есть. Ее пугаться, ее опасаться, я не знаю. Дайте мне подсказку. Короче, мы тогда вечер гоняли на этом лимузине. Угу. Всем привет, я Ота, я знаю, что ты Ота, а я Вами. Вами. Что? Что там было? Кукла Monster High. Кукла Monster High была. Мне подруги подарили на день рождения. Они еще попросили распаковку записать на видосик, так что я этим займусь сразу же после стрима. В субботу надеюсь, чтобы он не выпал на мой стрим. Кстати, когда у тебя там получается? На какое число выпадает? Ну да, могу в субботу, в принципе, провести, да, вот.
Да, в субботу, наверное, и проведу. Полноценное празднование. Главное, чтобы люди пришли, потому что там интерактив. А типа как в песне у Поши Молли. Класс, мы, кстати, пели к Пошу и Молли. Я, знаете, каждый раз, когда они включали какие-то песни, я просто сидела там под музыку такой, потому что я слов не знаю. Я вообще, извините, я не слушаю все вот это вот, весь этот репертуар. Я вообще за него не шарю. Все вот эти ваши рэперки, пейсы, я не знаю, там, бульвары какие-то, хрен знает, как их звать. Я не шарю, мне просто было весело с моими подружайками. Конечно, иногда они там поют какую-то непонятную несусветную хрень, и я слушаю, думаю, типа, какого хрена, что это за чушь? У меня вообще 16 числа, но стрим сделал 15. Да, я помню, что у тебя 16 числа день рождения, потому что у моей подруги тоже, кстати, день рождения 16. Надо будет обязательно ее поздравить. Это та, которая, собственно, уехала и, к сожалению, не смогла присутствовать с нами. Но это было весело. Я еще, знаете, мы потом так раскрепостились, мы уже вечером что-то снова проезжаем по центру города, там вся ерунда, да. И мы просто, не знаю, высовываемся из окна, машем каким-то подросткам вообще просто. Включаем какую-то шнягу, типа... Кайф ты поймала, тебе всегда мало, вот такую всякую ерунду, вообще просто кринжевали по максимуму, это было так клево. А, знаете, чему еще делали? Я раскрыла в себе талант, я могу озвучивать хентай, и мы практиковали вот этот вот хентайный голос с моими подругами на заднем сидении этого лимузина, и это было очень весело, это было очень прикольно, и мне понравилось. Вот эта вот шняга вообще просто пипец. А еще какие-то, кстати, мы каким-то пацанам помахали, и они к нам подходят, потом, короче, у нас же окно открыто у этого лимузина, да, они к нам подходят такие, типа, а можно к вам? А можно к вам? Мы такие, нельзя. А мы реально, вы знаете, прям чувствовали себя какими-то люксовыми женщинами, прям женщинами высокого статуса, хотя, знаете, у нас всего лишь на 3 часа арендован этот лимузин, блин. Это было очень весело, все равно было очень классно. И я уже это сказала, и водитель был суперский. То есть, знаете, день пролетел быстро, но, боже мой, с каким удовольствием. Богини, да мы реально себя такими чувствуем, мы чувствуем себя такими важными. Типа, о, какие мы классные, орем песни, пьем шампанское, блин, орем в окна, вообще, супер, класс. Как-то так. Короче, день прошел очень классно. Жалко, конечно, что я не успела полноценно подготовиться к стриму, потому что я там, опять-таки... У меня давно готова кое-какая штука. Я решила ее дополнить. Сделать более комплексную штуку. Но я не успела ее доделать. Увы и ах. Девчонки просто красотки все. Да, спасибо большое, мам, в тебя. Вот, я красотка в тебя. Привет, я поздравляю с днем рождения тебя, Вимитории. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения всех меч. Пусть каждый день приносит тебе новые возможности и радостный момент. Спасибо, Кристал, спасибо огромное, мне очень приятно. Обязательно приходи в следующую субботу. Да, это будет следующая? Да, следующая суббота. Полноценно отпразднуем, будет очень много всего прикольно. Я тебе подарок в ВС скинул, можешь посмотреть на стриме, как будешь готова. Блин, слушай, Хлебушек, а ты не против, если я на следующей неделе гляну? Я всю неделю не буду смотреть. Просто чтобы сохранить интригу. Я хочу прям полноценно, вот, если у кого-то есть какие-то подарки, если у кого-то есть какие-то пожелания и так далее, я хочу это прям на следующем стриме увидеть. Потому что здесь я просто хочу поделиться своими впечатлениями и с вами поговорить, потому что, боже мой, я такая сейчас счастливая, капец, сейчас буду засыпать, наверное, просто с улыбкой до ушей, потому что за последние несколько лет это, пожалуй, самый, знаете, такой, самый, не знаю даже, как это назвать, наверное, лучший день рождения мой, самый запоминающийся и самый наполненный какими-то воспоминаниями и... Как даже я не знаю, как правильно выразиться, я просто сейчас сижу, улыбу тяну. Не знаю, воспоминания, блин. Ну и, короче, только воспоминания, окей? Ты в папу, ну да, я выгляжу как папа, но женская красота. Все равно. От матери. Ну, если хочешь, то можешь, разрешаю. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо огромное. Ой, короче, как-то так. Теперь давайте вы сейчас расскажете, как у вас прошел день, как у вас там дела. Потом, мы чуть-чуть с вами поболтаем, и я уже побегу распаковывать подарок, скидывать свои впечатления подругам, и я уже побегу спать. Очень сильно хочется, потому что... Я немножечко, мне кажется, сорвала голос. Надеюсь, завтра я смогу говорить нормально. Потому что я, конечно, так орала. Я так орала.
пищала. Так вот это вот все. Я сейчас удалю, тогда и в субботу кину, чтобы случайно не спалил. Да, давай, так будет лучше даже. Так будет гораздо лучше. Блин, теперь у меня будет интрига на всю следующую, до следующего стрима. А, я еще вчера же стрим не провела, потому что я каким-то образом вообще во времени потерялась. У меня такое периодически случается. Я что-то вообще нахрен забыла, что суббота сегодня. То есть как бы я знала. Типа, смотрю в календарь, типа, суббота. Но у меня почему-то нейронная связь не дошла до такого умозаключения, что, суббота, надо стримить. У меня почему-то этого не произошло, и я прям до последнего сидела и такая, да, как прикольно проходит мой выходной, супер класс, вау. А в смысле суббота сегодня? В смысле сегодня стрим должен быть? И я что-то вообще забыла об этом. Хлеб написал мне такой, спрашивает, типа, стрим будет? Стрим будет, не? И я такая... Суббота! Капец, блин. Да там ничего особенного, я хотела Болин Грязёза подарок сделать, но у меня возникли там проблемы. Что вообще не проблема. Тот факт, что ты мне вообще делаешь подарки на день рождения, это уже дорогого стоит для меня. Это прям вообще... Чтобы ты понимал, для меня вот тот факт, что сегодня вообще со мной были подруги, для меня это прям вообще ахер. У меня подруга, моя подруга прям жуткий трудоголик. Она работает постоянно, она на свой день рождения работала, она не берет перерыва, она работает, блин, копит на машину себе, понимаете? Постоянно работает. И в этот день она взяла отгул, она даже и сегодня должна была работать, понимаете? Она взяла отгул, чтобы со мной, блин, провести праздник. Это ж капец, это как очень круто, блин. Я очень рада, что они у меня есть. И я очень рада, что родители решили вообще это все организовать, потому что реально очень давно я прям полноценно это не праздновала. День рождения. Спасибо родителям огромное, да. Мне было очень приятно. Ты для меня дорого стоишь, мне не сложно, тебе приятно. Ой, какая вы хорошая! Боже мой, что ж вы меня сегодня все радуете? Да, блин, завтра на меня что, упадет рояль, блин, чтобы, не знаю, какой-то баланс вселенной содержать. Ну не может, блин, сегодняшний день быть настолько хорошим. Ну что творить? Спасибо большое, мне все равно очень-очень сильно приятно. Капец. Я даже не знаю, о чем говорить сейчас, потому что меня просто переполняет эмоции. Вау, мяу. Мяу. Я дотопал, да куда ты дотопал? Куда ты дотопал? До дома дотопал? Куда дотопал? Боже мой. У меня еще тут музыка, короче, играет. Я вообще на рандоме включила какую-то 25-я годовщина Рокмена. Rock Orange Version. Ё-моё, я вообще на рандоме что-то включила. Все это так спонтанно у меня вышло. Я эту картинку вообще просто тоже. Ну какой-то ребенок отвечает Дре. Вообще все максимально спонтанно, все максимально быстро сделано. Так что на следующий стрим будет больше запары. Будет больше запары, будет много всего крутого. И, скажем так, следующий стрим. Ой, Райден! Райден, привет! Спасибо огромное за поздравление. У нас сейчас расстрой в этом году гангстер рэпа на ДР. Ой, блин, кстати, да, ты же на прошлой ДР мне сделал гангстер рэп. Это был очень крутой гангстер рэп. Блин, спасибо тебе огромное за прошлый год. Но за это в этом году, блин, его не будет. Капец, блин, как мне жить? Я же тебе говорю, что отчислился и поступил на художку, а то я не помню. Да, ты рассказывал. Я очень сильно за тебя рада. Я желаю тебе там всего самого наилучшего в этой художке. Надеюсь, у тебя все получится, и ты будешь счастлив. Он, правда, был вообще не ганста, но он был офигенный все равно. Для меня он все равно самый гангстер рэп, который я когда-либо слышала. Это с учетом того, что я рэп почти не слышала никогда. Но мне очень он, правда, понравился. Очень сильно. Блин, о чем я там начала говорить? На следующий стрим будет, короче, оставлена небольшая подсказка на... Блин, как это называется? На... мою дальнейшую стримерскую деятельность, пожалуй. Потому что, если вы помните, на прошлом стриме мы с вами говорили о том, что я хотела бы сменить немножечко формат, сменить себя, да? Так что я оставлю подсказку там. Она будет неочевидная! Она будет вообще неочевидная! Типа вы сначала не поймете, но потом, когда уже я снова лягу в могилу, да? Все станет ясно! Я, понимаете, я зрю в корень, я кидаю вам удочки, на которые вы должны пойматься. Я на 2 шага впереди, у меня столько всяких задумок, как можно объединить вот это вот новое мое я с вами Тори, да?
Все после стрима надо только заставить себя делать все задания, что я накопил. О, блин, накапливать задания, это да, это тяжело. Лучше сразу все делать. Она будет в самом центре экрана. Ну, понятное дело, это да. Ну и желайте удачи, хлеб со всеми долгами, там, безусловно. Давайте сейчас, как я и обещала, 30 минут настримлю. Сейчас 2 минуты еще осталось. И я пойду распаковывать, блин, подарок. Потому что я не знаю, как выглядит эта кукла, кстати. Потому что тут она такая, типа, ой, сюрприз. Сюрприз для самых маленьких. Если наконец будет стримить с моделькой гробика на колес. Возможно. Все узнаете. Будет новый канал, будет новая я. Потому что я прям, если честно, я хоть и не хочу прям расставаться с этим образом, но когда я думаю о новом, о новой себе, у меня прям мотивация поднимается, знаете? Это приятное чувство. Мне прям хочется запариться очень сильно. Я надеюсь, что вы меня поддержите в этом пути. Но опять-таки, это будет не скоро. Я еще хочу, знаете, насладиться своей мертвой тушей. А дальше уже, знаете, как пойдет. Как монета ляжет. Ой, надеюсь, успею доделать игру до того, как ты поменяешься. Думаю, ты успеешь. У нас время до декабря. Кстати, я пятницу тоже отмечала в смотре. О, да. Ой, что я говорю, да, как будто бы я знала. С днем рождения, получается. Я не знаю, почему я начала, типа, да-да-дакать. В чате с прошедшим тебя, Кристал. Всего хорошего, удачи в жизни, чтобы все у тебя было суперски. Личностного роста, мотивации и удачки. Гяру Тория. Кстати, я ж планировала давным-давно сделать себе костюм Гяру. Но что-то у меня не получается его рисовать. И он у меня до сих пор чисто в скетчевом варианте нарисован. Но я, скорее всего, его не буду доделать. Смена образа. Да, новая. Снова сгнию, нахрен залезу обратно в банки. О, нахрена вылезала тогда, блин. Мы же прям новый канал делать, а не этот переименовывать. Да, я хочу все с самого начала сделать. И выучиться на своих ошибках, которые успела, знаете, сделать, будучи собой в Амитории, да. Потому что, опять-таки, я на это очень сильно и много размышляла, и я поняла, что я делала не так, как можно это сделать лучше, и что вообще в целом там можно сделать такого, чтобы это было интересно. И опять-таки, потому что я разобралась, какой тип контента мне нравится, я хочу на нем паразитировать больше. Это неправильное слово я выбрала, паразитировать, какое-то оно злое, неприятное. Короче, есть контент, который мне нравится делать и который я считаю уникальным, и я хочу его прям полноправно делать. На английском, блин, кстати, неплохая тема, наверное, было бы круто на английском еще стримить. Сидеть такая, типа, ой, I'm so sorry, I barely can speak English. I mean, I understand it fully, but speaking, hell no! I don't know how to speak it. Вот так вот буду сидеть, потому что у меня очень мало именно разговорного опыта английского языка. А так я его полностью понимаю, прям вообще. Спасибо большое, это пожалуйста. Я бы посмотрела на тебя, Гяру. Я, кстати, могу вам показать, наверное, тогда, как эта штука вся выглядела. Сейчас, давайте я тогда так и сделаю. Например, лицо чисто покажу, потому что это макияж новый забабахала ей себе. Где-то тут. Во-во-во-во. У меня же есть тропическая, кстати, версия, да, себя. О, ну у меня чисто один глаз тут на макияженный, окей. У меня же есть тропическая версия, она, кстати, похожа на Гяру отчасти. Она отчасти похожа на Гяру. О, вон оно все. Сейчас я вам покажу, ребят, как это все должно было выглядеть по моей задумке. Но чувствую, у меня не хватит сил ее доделать. Это ничего страшного, ничего страшного. Опа! Ща покажу. Ля-ля-ля. Секунду, где? Где папочка, в которую я сохранила эту штуку, чтобы потом было легче удалить? Вот она. Нашла! Вот. Я глаз рисовала. Смотрите, какой макияж клевый, а? А, супер! Вообще, я считаю, очень круто. Но, опять-таки, сил доделывать особо нема. Ну, что есть, то есть. Типа, я пыталась там придумать какой-то образ прикольный. Прическу. Что-то у меня вообще не получалось. И не особо получается до сих пор. Так что поэтому у меня до сих пор нету новых костюмов. Но есть новые модельки, блин, которые я рисую с нуля. Потому что это легче, чем делать новый образ. Понимаете? Вот такая вот штука. Красивая, да? Мне тоже очень нравится, кстати. Как выглядит.
Вот вы думаете, что Вомитория умерла, а вы случайно не забыли про Вомиторию? Блин, даже я забыла про Вомиторию, Вивен. Вомитория, дорога в Hololive. Ох, если бы, блин, ох, если бы. Очень хотелось бы в Hololive. Блин, значит, надо тогда почаще стримить на английском и развивать свою англоговорящую речь. Потому что я английский, знаете, вот, опять-таки, только понимаю. Говорить не. Вернемся в 2007, ура! Блин, вот бы вернуться в 2007. Если я не ошибаюсь, но у тебя были стримы на английском? Не, кстати, я не пробовала делать стримы на английском. Я иногда просто на английском говорила. Например, был человек у меня в чате, который на английском что-то писал. Я не уверена, русский он или не русский до конца. Но он что-то на английском писал, и я такая: о, hello, how are you doing? Ха-ха-ха. Ну прям полноценно, кстати, нет. Я не пробовала. Надо бы попробовать. Мне кажется, было бы прикольно. Возможно, это уже опять-таки, я больше это зрю на будущее, да? На свое перерожденное будущее. Я бы хотела попробовать с англоговорящими какими-нибудь стримершами поделать контентику. Я потихонечку даже придумываю что-то. Типа, знаете, мне больше всего нравится обмениваться чем-то с другими культурами. Я считаю, что самая крутая культура у русских людей — это не ваши борщи, балалайки, а мемы. Мемы наши. Прикиньте, обменяться, блин, с какой-нибудь там, я не знаю, англоговорящей витубершей самыми лучшими мемами нашей страны. А? Чтобы я сидела и такая, типа, это фабрик, лучше details, вот чтобы я вот это вот показывала, все, Кэнди Бобер, чтобы я показывала, там какую-нибудь такую ерунду. Никто не вернется в 2007 год, не расстраивай меня, у меня день рождения сегодня. Смей такого писать. А я помню, вроде из Греции он был. Блин, я забыла, о чем мы говорили. Простите за спойлер, Вомиторию Йен убил Вомиторию Ру навсегда. Нет, я хочу, чтобы был драматический финал. А еще я хочу сделать кавер. А еще я хочу научиться пиксельной анимации. А еще... Но это все в будущем. Очень много всего. Я продумываю сюжет и пытаюсь сделать его довольно сложным, понимаете? Потому что, вот, допустим, я уже, по-моему, об этом рассказывала, нет? Вот, типа, этот сюжет, который есть у меня сейчас для Вомитории, он вообще спонтанно появился. То есть я изначально вообще его не продумывала и вообще даже не планировала делать какие-то стримы окололорные, знаете, вот такое вот. У меня никогда не было такого. А сейчас я это делаю, мне это нравится, и я хочу большего. Этот лор, который есть у меня сейчас, он прям прописывается буквально, блин, с каждым стримом. Я то есть его не продумывала заранее, типа, чтобы на будущее там что-то сделать. Нет, я просто его придумываю на ходу. Тоже такое хочу провести в будущем, так как я учу корейский, собираюсь там в будущем жить, то хочу найти прикольного корейского ютубера и провести с ним стрим. Блин, кстати, корейских ютуберов очень много. Именно прикольных. Я бы хотела с японоговорящим каким-то ютубером сколлабиться. Было бы вообще супер. Чтобы этот, понятное дело, чтобы ютубер был из Японии, но умел говорить по-английски, чтобы нам было легко друг друга понимать и обмениваться чем-то. Что это самое прикольное. Типа, мне нравятся стримы, где ютуберы просто общаются и там рассказывают о своей культуре, о своих языках. И там учат друг друга каким-нибудь фразам. Ну супер, не? Я считаю, это очень весело, очень мило отчасти даже. И плюс это довольно познавательная шняга. Это супер. Это классно, мне это очень нравится. Языковой обмен — это прекрасно, полностью согласна. Полностью согласна. И это было бы очень круто как-нибудь провернуть. Но опять-таки, я хочу это все сделать в будущем. Сейчас у меня чисто такой, знаете, типа... Я даже не знаю, как назвать этот период жизни. И такой разгрузочный он немножечко. Я сдаю... Я закрываю гештальты, которые я не закрыла. И когда я все это сделаю, к декабрю я уже, получается, буду продумывать новый образ полноценно. Ну, сейчас я его там чуть-чуть продумываю. Но у тебя сегодня день рождения, поэтому разрешаю вернуться в 2007, но на один день. Ура! Спасибо огромное! Я могу снова отрастить себе ублюдскую челку на глаз. Спасибо! И сделать жесткий смоки айс. Я сейчас даже накрашенная сижу, чтобы вы понимали, блин. У меня сейчас глаза устали очень сильно за весь день. У них... Капец, у меня куча туши на ресницах, прям вообще. Ну ладно, давайте тогда будем заканчивать, потому что вот уже времечко даже к 40 минутам движется. Мне нужно покушать чуть-чуть, чуть попить, открыть подарок своих подружек и спать. Я очень сильно хочу спать, потому что опять-таки день насыщенный, прям капец.
Браво! Самый насыщенный день за последние несколько лет моей жизни. А то я обычно в 4 стенах сижу и ничего не делаю. Ну ладно, давайте будем прощаться. Вы говорите мне пока первые, как обычно. Спасибо за стрим, буду ждать следующего стрима с нетерпением. Блин, я очень хотела бы вас увидеть на следующем стриме. Опять-таки, интерактив будет интерактив. Понимаете? Должно быть весело. Ладно, пока. Пока-пока. Спасибо огромное, что пришли. Обязательно приходите на следующий стрим. Обязательно. Пока-пока. Пока. Буду вас ждать.